Здорово, ребят. Сейчас я вам расскажу про большой развод, которым нас обычно балуют историки. Например, говорят, что отсюда стреляли с луком. Попробуйте отсюда стрельнуть с луком. Конечно, это все реставрировано. И, например, говорят, что вот отсюда стреляли с луком. Ну, как-то никак, да? Ну, это все полностью реставрировано. И этому всего лишь пару десятков лет, это уже все разваливается. А датируется все пятым веком до нашей эры. Представляете, вот представьте, вот большое царство, вы царь. Вот тут, например, должен быть проход, по которому гулял царь. Вы серьезно, да? То есть царь будет ходить и плечами тереться это самое стенкой? Ну, наверное, нет. Просто хотел сказать, что пару десятков лет и уже все разваливается. А все датируется аж пятым веком до нашей эры, что, в принципе, без шансов, потому что за 2500 лет все бы развалилось. Ну, если возьмете туда еще, что в истории где-то есть, по-моему, 7 веков или сколько там придуманных, да? Все, конечно, там привязываются к Иисусу Христа. Ну, просто хотел немножко про археологию поделиться своим мнением. Конечно, археологи работают и выполняют свою работу, но у них есть заказчик. Туркменистан заказал каких-то итальяшек, чтобы они приехали, тут все разгрыли. Или итальяшки захотели сами приехать, черт его знает. Но вот они приехали, у них, конечно же, заказ. Им кто-то добавки платит. И, конечно, заказчику не отчитываются. Мы нашли вот это, вот это и вот это. И сидит какой-то умный царь местный, и такой: вы, если возьмите про Украину, поговорите с чистыми украинцами, поговорите с чистыми россиянами, поговорите с немцами, у которых разное мнение, да, и поговорите с америкосами, у которых тоже разное мнение. Вы увидите, что куча разных мнений, да, о том, что происходит сейчас. А попробуйте про то, что было 2000 лет назад. Царю понравилось 5 век до нашей эры? Нет. А может лучше 10 нашей эры? И в принципе, даже если вы посмотрите, как смотреть, например, по вещам определять их возраст, кстати, не обязательно, что вещи были того-то времени, да, которые найдены, тоже нет, там всякий углеводородный метод и все остальное, который там тоже имеет офигеннейшую погрешность, да, и там куча всяких у них проблемушек. Но даже если взять, что там как-то летописями из других стран, короче, все это перекликается, и потом так на глаз где-то какие-то даты устанавливаются. И, конечно же, теория, кто тут жил, что тут было. Ну, кстати, чем более рекламированная история, тем более она большой трэш. Например, там Теотиуакан или там какие-нибудь египетские пирамиды с мнимыми фараонами. Это прям вообще там просто ложь жуткая. А это очень легко, кстати, проверить, потому что сколько альтернативных мнений и насколько разрешают изучать место. Например, египетские пирамиды не разрешают изучать. Это очень как-то странненько, да, так? Есть альтернатива, есть мнение, и все. Ну и там есть всяких нюансов про египетские пирамиды, можете отдельно послушать. Ну и в конце концов, если там хранили золото, не тупо ли строить такую хрень, да, чтобы там сколько-то тонн золота спрятать, ну, когда, или захоронить фараона. Ну, это отдельная история, это отдельный ролик. В общем, смысл такой. История — это просто то, что выгодно показать. Вот выгодно Египту показать про фараонов. У них есть линия, они ее херачат. Вот. В Туркменистане тоже есть какая-то линия, которую нужно... И чтобы все в нее верили. И все в нее верят. Здесь, значит, сидел царь, а здесь была там нищая еще что-то. Ну, блин, приходят археологи и херачат, что 2500 лет назад было так-то и так-то. Все мы отлично понимаем, что там погрешность просто космическая. Ну, археологу же надо читаться перед начальством? Надо. А начальству надо свое мнение вложить? Надо. Ну и вот так получается. Кстати, не могу громко говорить, но если так, в каждой стране все жутко зазомбированы своим правительством. И как бы снаружи, если смотришь на KPI страны, как бы, ну, каждой страны, я не буду сейчас про политику, но вот каждую страну по отдельности взять, KPI, ну, прям жуткий у многих стран, да, там. А посмотришь внутри людей, они все прям, ну, классное правительство. Ну вот, ну, так вот оно есть. Ладно, удачки, я вообще про историю хотел сказать, что каждый раз, когда смотрите, обращайте внимание на артефакты. Артефакты там какие-то, то, что не поменено. Хотя часто бывает, что сидит какой-то там какая-то пещера, там все круто, а там все штукатуркой замазано. Всегда обращайте внимание на артефакты, то, что нельзя выломать, то, что нельзя подделать. Конечно, все в наше время можно подделать, но прилагайте логику. И когда говорят про даты, про истории, про царей, все мимо ушей пропускайте. Чаще всего все лабуда, если это не последние там 300-500 лет. Хотя, смотрите, вот сейчас пару десятков лет назад уже все можно поделать, а про пару сотен лет, ну, как правило, уже от
От Леонардо да Винчи дальше там уже более-менее такая история насложенная. А до этого там у нас очень-очень все странно. Вот. Про пустые пятна истории почитайте все остальное. Вот так вот. В общем, город, который построен 30-50 лет назад, уже почти разваливается. Но он точно построен по тому, что было 2500 лет назад. И даже в цветных картинках. Ну, надо же отчитаться перед начальством, а начальство перед народом. Вот так вот. Вот так вот истории делается. Что выгодно, то и рассказывают. Вот. А если, ну, как-то хотите убедитесь, сами поедете и посмотрите, насколько это большое наебательство. Все вам удачки. Пока-пока.